Здравствуйте, перед вами гадание на текущий месяц, на тот месяц, когда вы это гадание смотрите. Мы попробуем спросить карты, что может существенно украсить вашу жизнь, какие обстоятельства, какие люди придут, помогут, откуда вам ждать прозрения или какой-то помощи, спасения, может быть. В целом спрашиваем карты о том лучшем, что вас ждет в этом текущем месяце, неожиданности, радости, работа, любовь, здоровье, красота, деньги, все что угодно, на усмотрение карт. Картам виднее, о чем вам рассказать. А вам осталось только первое, это позадавать картам свои вопросы для того, чтобы это гадание было более частным, более приватным, чтобы карты отвечали как будто именно вам. И второе, вам нужно выбрать свой вариант. Перед вами 3 набора карт Таро. Все они по-своему хороши. Первые карты, которые я здесь предлагаю, называются Царское Таро. Именно так. Хорошие карты, достаточно откровенные. Вот так вот они выглядят. Здесь немножко есть какие-то религиозные мотивы в иллюстрациях. Затем вторая колода, это очень популярные здесь в Болгарии Таро Марчети, очень популярные. Они считаются самыми удобными, наверное, для каких-то повседневных таких вот бытовых гаданий. И третье, всем известное испанское Таро, это колода, в которой 100 карт вместо 78, потому что здесь 2 набора старших арканов. Это значит 2 набора тех самых козырей, потому что, строго говоря, в теории Таро козырями называются именно старшие арканы. Видите, даже сейчас, когда я взяла для вас, перевернула колоду, здесь открылся старший аркан, карта справедливость. Насколько смогла, коротко и емко вас с этими картами познакомила. Конечно, от вашего выбора колоды зависит многое. То есть это такой момент достаточно частный, определяющий, поэтому подумайте. Здесь должна сработать ваша интуиция. Я не буду вам мешать. Вы выбрали колоду Царское Таро и задали картам свои вопросы. Ну, может быть, и не задали, может быть, вы не знаете, чего хотите от текущего времени. Такое тоже бывает, это вполне допустимо. Часто мы полагаемся на судьбу и говорим, пусть судьба сама разберется, чем нас осчастливить. Не будем ничего ждать, не будем ничего просить, ничего планировать. Это во многих случаях оправдано. Итак, Царское Таро. Карты должны рассказать вам про ваш месяц, а именно про то лучшее, если рассказ будет не про лучшее, а про что-то, может быть, сложное или даже кризисное, то мы просим у карт советы. Ведь карты Таро работают в этом направлении не хуже. Они предсказывают будущее, ну и они рассказывают, как себя вести, чего делать, к чему стремиться, а чего стоит избегать. Итак, предсказание совета карт строго для вас на ваш текущий месяц. Время здесь можно отсчитать. Ну, месяц традиционно календарный, это 30 или 31 день. И хотя для карт Таро, вообще для любых предсказательных практик, актуальнее лунный месяц. То есть, если вам нужны сроки, если для вас принципиально сроки, даты, дни, часы, то вы можете от этого момента, когда смотрите гадание, отсчитать 1 лунный месяц. Можете посмотреть, какой вот сейчас для вас лунный день идет. И, соответственно, результаты месяца будете подводить в такой же лунный день, только в следующем месяце. Когда Луна сделает полный вот такой вот круг, последовательно, по порядку, что карты нам говорят, с чего начинается. Ну вот, это как раз то самое, что я и подозревала. Расклад у нас начинается не с радостной новости, это 5 мечей. Она говорит, что в вашей жизни сейчас актуальна какая-то конфликтная ситуация, спорная. Есть у вас человек или даже люди, несколько людей, которые готовы к вам придираться.
скорее всего, без повода. Скорее всего, эти люди никакого влияния, никакой власти не имеют над вами. Но это тем более противно, потому что бессмысленно, когда ссора со смыслом, конфликт, то, по крайней мере, понятно, как можно откупиться или решить, всем все раздать. То здесь, наверное, нет, здесь все совсем идет по-другому. Вот из-за этого, из-за чьей-то ссоры, причем, знаете, 5 мечей, вот это плохое поведение и ссорное поведение может вас лично и не касаться. Это люди могут ссориться вокруг, рядом с вами, например, коллеги на работе, а вам отдает это все рикошетом. Но карты говорят, что, кстати, немножко это может быть неэтично прозвучит, но я так скажу, что чья-то ссора или чье-то дурное поведение сыграет вам в этом месяце очень даже сыграет на руку. То есть это вас осчастливит. Скорее всего, вам это принесет деньги. Каким образом? Заставит задуматься. Вот представьте, первое, что вы должны сейчас сделать, это в чужих злых словах, в чужой критике, в чужих претензиях рассмотреть для себя какое-то рациональное зерно. Услышать подсказки, ключи, коды какие-то к взлому сложных каких-то жизненных ситуаций. Эти карты говорят, люди будут ругаться с вами или рядом с вами, а вы задумаетесь и станете сильнее настаивать на каких-то своих интересах. То есть вам станет понятнее ваша собственная сила, или станет понятнее, что именно вы выбираете, вы владеете ситуацией, а не они. Да, это вот та самая собака, которая лает, но и становится понятно, что она не укусит именно из-за ее вот этого вот лая. Ссоры и дурные разговоры по большей части касаются, конечно же, денег. Здесь есть рыцарь пентаклей, да, рыцарь пентаклей. Денежное дело, прибыль, премия, распределение доходов, какая-то крупная покупка или это дорогая вещь. Во всех случаях это известия или разговоры о деньгах. Это то, что вас может обогатить, а если пропустите, то, соответственно, не обогатить, а обеднить, разорить. Да? Поэтому вот видите, чье-то дурное поведение – это для вас путь к заработкам. Тем более, что вот тот самый козырь появляется здесь. Карта Солнца подтверждает, что вы выиграете, вы получите прибыль, вы даже будете счастливы, и все это потому, что кто-то поссорится, представляете, кто-то поругается. Но, может быть, есть какие-то в вашем окружении люди, которые дружат против вас. Знаете, вот они дружат против вас. Так часто бывает, вот в трудовых коллективах, например. А тут они ссорятся между собой, они становятся врагами. А вы, естественно, для вас атмосфера очищается, у вас появляется много возможностей. Карта Солнца говорит, что вас ждут деньги. Вот в таком соседстве с рыцарем Пентаклей. Вообще Солнце, конечно, карта исключительно хорошая в колоде Таро. И обещает она счастливые исходы для самых разных ситуаций. Но в денежном таком соседстве она говорит, что вы хорошо заработаете, что у вас в этом месяце в вашу пользу благополучно разрешится какой-то, например, денежный спор. Вещь, о которой вы давно мечтали, хотели обладать, окажется в ваших руках. И вообще вот такая вот денежная энергия войдет в жизнь и исключит нехватку, исключит дефицит, может быть, оставит вас ваши переживания о деньгах, споры, ссоры, страдания, вот так вот и так далее. А еще карта Солнца, конечно же, очень любит вносить ясность. То есть вот представьте, что вообще мечи, с которых у вас начинается здесь расклад, это такая масть. С одной стороны плохая, потому что ссорная, а с другой стороны хорошая, потому что в этих конфликтах или в этих спорах рождается истина. То есть приоткрываются какие-то знания, возможности. То есть это может быть какой-то человек, конечно, для вас недоброжелатель, но он в сердцах
в гневе или от зависти, часто бывает такое, да, он окажется слабым, и он проговорится. То есть, ну вообще истинную правду люди говорят, когда злятся. Это уж известный психологический факт. Кто-то проговорится, и поэтому у вас вот наступает какая-то ясность. Это все для вас оборачивается прибылями, доходами и уверенностью в завтрашнем дне. Поэтому в этом месяце рассчитывайте на деньги, концентрируйте внимание свое именно на денежных вещах, и присматривайтесь, или прислушивайтесь, или причитывайтесь, да, потому что вот эти претензии же в любой форме вы можете услышать, это и в письменной в том числе, это какое-то письмо, сообщение. Присматривайтесь, прислушивайтесь к откровениям недоброжелателей. Это вам все идет очень даже на пользу. Хорошие денежные новости. Покой, допустим, если вы ждете, то нет. В этих картах покоя нет. Если вы планируете в этом месяце, например, какой-то душевный отдых для себя, вот вам кажется, что пришло время, чтобы ни о чем не переживать, нет. Я этого не скажу. Скорее, это время плодотворное, но и не очень все-таки спокойное. Наверное, для отдыха какие-то другие времена будут у вас. То есть расслабляться не нужно. Далее карты что говорят? Ага, вот это вот, вот эти вот прибыли, деньги, счастье, успех, уверенность придут для вас не разово и не на короткий срок, а поселятся в вашу жизнь очень даже надолго. Это может быть, кстати, устройство на хорошую выгодную денежную работу после тоже довольно противной, нечестной конкуренции или после какого-то стрессового, не очень приятного собеседования. То есть, видите, опять старший аркан продолжает. Карта умеренность вместе с Солнцем, тем более, сообщает о начале долгосрочного, очень-очень удачного проекта в вашей жизни. Ну, как правило, деньги, здесь речь все-таки о деньгах идет, о чем-то материальном. Как правило, деньги все-таки от работы люди получают. Поэтому да, это работа, это новое назначение, новая должность, просто новый бизнес или какое-то место, где вы можете обогатиться. Самое главное, что это надолго. Да? Карта умеренность – это отрада для, знаете, таких спокойных людей, которые любят пребывать в некой тихой гавани, для людей, которым не нужен риск, которые хотят, ну вот, просто иметь достойную работу и долго-долго на ней находиться, долго на ней сидеть, естественно, профессионально расти. Вот. Но это действительно козыри. Не зря мы к картам обратились именно с этим словом, да, именно с этим вопросом. Вот он ваш козырь. Очень счастливое разрешение денежных вопросов, какой-то денежной ситуации. Если вы предприниматель, то карта обещает вам хорошие прибыли. А ссора тогда это могут быть ваши конкуренты. Ссора какая-то внутри них, внутри компании, например, их. Далее у нас здесь появляется человек, король кубков. Тоже обратите внимание, это персона. А мы договорились на людей внимание все-таки обращать, потому что, ну, так или иначе, наша жизнь, успешность или неуспешность, все это зависит от того, насколько мы нравимся людям. И вот появляется у вас здесь король кубков. Может сложиться впечатление, что карты как будто бы уводят в сторону любви, романтики нас. Но нет, я не думаю так. Я не думаю так. Все-таки речь более идет про работу, про какие-то дела, социальные проекты, про ваши заработки. А король кубков – это, например, ваш коллега, с которым вы активно это обсуждаете. Может быть, договариваетесь работать вместе, в паре, напарник, какой-то партнер в бизнесе. Это может быть человек, который предлагает вам да что угодно, поучаствовать в чем-то таком, в каком-то проекте. Опять же, речь о работе, заработках идет. Человек этот неплохой, не злодей для вас, однако король кубков считается ненадежным. Это человек, который не всегда знает, о чем говорит. И вы заметите, что он сам сомневается, как
Он будет бояться. То есть видимые какие-то, может быть, невербальные сигналы страха вы увидите у этого человека. Он к вам подходит и хочет подойти максимально близко. Хочет понравиться. Кстати, я не исключаю, что он будет и романтику вам предлагать. Это такой пограничный персонаж. То есть и тема какая-то пограничная между делами и романтикой. И то, может быть, пополам присутствует. Но этот человек будет подходить к вам со страхом. Наверное, его подпустить к себе можно, безусловно, хотя бы из любопытства, хотя бы узнать, что он хочет, но верить, доверять этому человеку не нужно. Девятка мечей здесь говорит, что предложенное вот этим вот королем и в личном смысле, и в деловом вас должно, как бы заставить задуматься. И вас тоже должно слегка напугать. Как-то тотально бояться настоящих потерь в этой жизни вообще не стоит. И в этом месяце тем более, потому что месяц у вас очень хороший. Но к его словам, к словам вот этого нового, как бы выгодного, знакомого, нужно будет отнестись с максимальной опаской. Скорее всего, все, что он вам пообещает или чем он вас напугает, не оправдается. То есть это не так страшен черт окажется на самом деле. Но для вас правильнее будет все-таки на веру его слова ни в коем случае не брать. Знаете, вообще вот в этих картах вместе король и девятка я вижу такую весьма сомнительную, неприятную персону. Почему неприятную? Потому что это человек, с одной стороны, который напрашивается к вам в друзья или даже в любовники. То есть он не очень-то соблюдает границы ваши, слишком близко подходит. А с другой стороны, в любой момент он готов даже не исчезнуть, а как будто бы забрать назад свои слова. В делах, да и в любви тоже. Таких людей, как правило, принято все-таки избегать и не очень им доверять, да, потому что он очень эмоциональный, ненадежный. То есть в этом месяце, в предстоящем месяце, когда вы увидите мужчину, на которого захочется полностью положиться, там, переложить, может быть, знаете, вообще ответственность или дела, написать на него генеральную доверенность, например, какую-нибудь на бизнес, да, или захочется, безусловно, пойти с ним или за ним работать в его бизнес или какой-то в его проект. Вот вспомните, пожалуйста, эти карты. И все-таки до конца ему не верьте. Этот человек в вашей жизни может быть исключительно приятным, но лучше с ним не дела делать, а вот проводить время. Знаете, есть ведь люди, которые в нашей жизни больше годятся на роль друзей, с кем поговорить. А есть те, которые годятся, чтобы бизнес с ними делать. Вот этот вот скорее из первой какой-то вот категории. И может быть вот это нечто пугающее, он будет вам говорить даже нарочно. Знаете, вот чтобы напугать, действительно, да, чтобы вызвать у вас какие-то эмоции. Человек манипулирующий, человек очень, может быть, даже с дурными привычками. То есть вот ненадежный такой. До этого, если вот мы обратим внимание на фигурное значение, вот рыцари пентаклей, здесь идет какая-то надежная фигура. Но это не слишком близкий для вас человек. Это скорее вот поддержка какая-то такая нейтральная. Вас поддерживает какой-то человек, который в силу своего статуса, просто по работе, например, вот он должен вас поддержать, потому что вы, не знаю, работаете вместе, вы деньги в одном месте берете, вот так и так далее. А здесь какой-то близкий герой. Может, это вообще ваш любовник даже. Муж не скажу, потому что король кубков мужем-то редко бывает. Но какой-то любовник даже, романтический вот такой вот герой. В целом же тройка пентаклей говорит, что все, как по итогам месяца, все в вашей жизни благополучно продолжится. Что значит все? Это то, что вы имеете на данный момент в жизни хорошего. Ваши деньги, ваша работа, ваши друзья, комфорт каждого дня. То есть можно сказать, что в итоге, вот после всех этих, не знаю, событий, трансформаций, хотя здесь особых перемен-то в общем нет,
все только добавляется, но вы ничего не теряете. А перемены, слово перемены, второе все-таки предполагает и какие-то потери, слом системы. Здесь такого нету. То есть ничего в этом месяце заметного от вас не уйдет. И к концу месяца вы придете к тому, с чего начали. Вот что говорит тройка пентаклей. Это хорошее настроение, это очень четкие планы на будущее, это вот ощущение, что вы действительно в чем-то поучаствовали, обогатились, но при этом ничего не потеряли. И вообще тройка пентаклей — это карта же еще и работы. Она так и называется — работа. То есть все выводы, которые вы сделаете и должны сделать в это время, коснутся по большей части вашей работы и каких-то вот таких взрослых социальных проектов. Это ваш бизнес, заработки, прибыли. Мы вас предупредили о чем-то. Иногда, я должна сказать, что иногда, вот особенно старшие арканы в колоде Таро проигрываются очень прикладно, буквально, вот знаете, в буквальном смысле. И карта Солнца описывает жаркие места, ваше пребывание, ваше нахождение в каком-то теплом или жарком месте. Это может быть поездка в теплое место, да, в теплые места, на курорт, куда-то. И поездка в этом случае будет, поездка сама удастся, но не слишком доверяйте знакомствам в этой поездке, в этом теплом месте, потому что что-то, не могу пугать, но какой-то перебор с эмоциями идет вот у этого короля. А перед поездкой, да, вам придется это решение даже не просто принимать, потому что есть ссора, есть ваше плохое настроение. Это, знаете, вот здесь такой сценарий, например, идет поссориться с начальством, ну или увидеть, что начальство недовольно, не любит, отвергает, да, и на этой почве, на этом настроении взять и уехать куда-то отдыхать. Это будет весьма правильный ваш выбор. А потом в итоге, видите, вот круг заканчивается здесь, и вы возвращаетесь на работу. Это хорошие карты. Может быть, могли бы быть и лучше, да, если уж мы говорим о козырях и каких-то вещах. Но видно, что это прибыльный месяц, видно, что прибыли надежные, долгосрочные. И даже вот эти вот конфликты или ссоры, с которых как бы все начинается, видите, не дает проекцию на будущее. Наоборот, это не ссора, которая разрастается и потом как снежный ком обрастает обстоятельствами и все запутывается. Нет, это эпизод крайне неприятный, но очень выгодный для вас. И хочу вот настоящий козырь из один старший аркан достать для вас. Ну, карта совет скорее по большей части, потому что это все-таки повешенная карта, которая описывает жертву и ответственность для вас. Будьте готовы в этом месяце. Ваш козырь, чем вы будете отличаться от других, почему другим не повезет, а вам повезет, хотя бы в тех же деньгах, например. Потому что, или если, да, вы окажетесь ответственнее других, ответственнее. Если все бросят, а вы не останетесь, если все убегут, сдадутся, оставят рубежи какие-то, позиции, а вы останетесь, вы окажетесь, ваш козырь будет в том, что вы окажетесь терпеливее других, окажетесь, жертвеннее, что ли, других. Принесете в жертву, например, свою гневливость или свое самолюбие принести в жертву в самом начале придется, потому что вы не ответите на хамство, например, или не ответите на чьи-то претензии. Дадите возможность вашему обидчику самому киснуть и загнивать в тех гадостях, которые он пытается вам сказать, да, рассказать. А вообще карта повешенной, конечно, рекомендует вам в этом месяце быть исключительно спокойными и не искать лишнего. Это не то время, когда вам нужно метаться в поисках чего-то нового. Это не время, как говорят, разбрасывать камни. Лучше
оставаться во всем при своих, лучше находиться там, где вы находитесь. Зафиксироваться. Это карта фиксации. Повешенный, видите, у него же связаны руки и ноги. То есть вам лучше зафиксироваться, а то, что может прийти, придет независимо от вашей беготни, от ваших усилий. Спасибо. Вы выбрали колоду Таро Марчити, и вы уже задали картам ваши вопросы, вспомнили, чего вы ждете от этого текущего месяца, хотя, может быть, вы и не задавали. Это тоже оправдано. Иногда даже лучше, полезнее не ждать от судьбы ничего особенного или сверхъестественного. Иногда полезно не планировать, не просить, ни на что не надеяться, довериться естественному ходу событий. И карты расскажут как раз, как будут для вас самые благоприятные обстоятельства в этом месяце складываться. Если вас интересуют даты, сроки, если для вас это принципиально, то вы можете отсчитать от сегодняшнего дня 30 дней. Календарный месяц у нас либо 30, либо 31 день. Но для Таро, для карт Таро актуальнее все-таки лунный календарь, поэтому можете заглянуть в лунный календарь, узнать, какой сегодня для вас идет лунный день, и, соответственно, в такой же лунный день, но через месяц, когда Луна уже сделает на небе круг, вы посмотрите результаты, вы увидите, какие предсказания этих самых карт, этих самых козырей для вас исполнились и сбылись. С чего карты начинают? У меня здесь будет две сессии. С чего карты начинают? Ага, месяц начинается для вас с везения. То есть практически такое заметное везение ожидайте буквально завтра. Восьмерка жезлов работает в любой части вашей жизни. Это везение в любви, в деньгах, в работе, в творчестве, в здоровье, в дорогах, в чем угодно, что вам ближе. Поэтому, естественно, совет восьмерки это самое везение не пропустить, потому что вы знаете, что везет на самом деле людям часто и много, везет всем, независимо от пола, возраста и социального статуса. Однако проблема в том, что это самое везение мы очень часто пропускаем, потому что боимся взять, потому что не верим. Восьмерка жезлов говорит, что какая-то, условная, счастливая стрела летит для того, чтобы и к стреле привязана пророческая счастливая записка для вас. Восьмерка жезлов – это письмо, звонок, сообщение с теми словами, которые вы ждали, и от того человека, от которого вы это ждали больше всего. Поэтому держите в порядке, поддерживайте в рабочем состоянии ваши средства связи, не расставайтесь с телефоном, чаще проверяйте электронную почту, потому что, как правило, эти сообщения, самые важные и долгожданные, мы как раз пропускаем. Оказывается, что мы были где-то недоступны. Восьмерка жезлов обещает даже не исполнение желания. Восьмерка жезлов часто описывает счастливое событие, которого вы не желали, потому что вы не знали о том, что такое может с вами случиться. Позже карты, наверное, расскажут более конкретно, о чем для вас идет речь. Хотя будет лучше, если вы сейчас поработаете со своим подсознанием и со своим воображением и сами себе скажете, в чем вы хотите, чтобы вам повезло. Кому-то нужны деньги, кому-то нужна любовь, кому-то нужна случайная встреча с бывшим, например, а кому-то нужно понимание близких. На это везение рассчитывайте. Но оно такое срочное. То есть очень нужно сориентироваться, это взять и поймать. А двойка мечей дальше, к чему она, казалось бы? Мы здесь ждем исключительно хороших карт, потому что козыри, это понятно, то, чем вы можете крыть любую чужую карту. Двойка мечей в каком-то смысле тоже такая, она говорит, что вам придется закрыться. Это везение, это счастливое стечение обстоятельств, счастливое какое-то событие для вас лучше будет от других людей скрыть.
двойка мечей, скрыть. Не надо бежать и сразу делиться этим самым везением. Не надо никому рассказывать. Тем более не надо рассказывать людям заинтересованным. То есть таким, которые могут вам помочь в этом деле. Потому что вам тут помощь не нужна. Людям, которые вам могут помешать в этом деле. А вероятно, такие люди есть. Потому что не случайно же двойка мечей, в этом ее назначение, в этом ее смысл. Она появляется, чтобы вам как раз вас предупредить. Замолчите, повезет, вот этот счастливый билетик зажмите вот так вот в ручке своей, да, в кулачке, и никому не показывайте, замолчите. Очень будет важно вам немножко, вот прям, вот это ваш козырь, это будет ваше правильное поведение, из-за чего вы выиграете. Вам нужно будет замолчать, что-то скрыть, уйти в себя, я даже так, наверное, скажу. То есть это ни в коем случае не вранье, карты не предлагают вам лицемерить и лгать, нет. Но свое вот это вот радостное, свое вот это вот особенное обязательно держите при себе, никому не говорите, и вы выиграете. Вот это везение, которое вам достается, опять же, нужно будет доставать куда-то дополнительно карты, вот это везение, которое вам достается и довольно скоро, будет хоть и спешное само по себе, но долгосрочно. Таким образом в вашу жизнь какой-то долгий проект входит. Работа новая, с которой повезло, например, то надолго. Бизнес, который вы открываете, тоже под счастливой звездой, тоже, скорее всего, будет очень долго существовать. И опять советы для вас, видите, карты говорят, опять те же самые козыри. Ваше знание, ваше правильное поведение – это вот козыри. Поскольку вы затеваете сейчас это большое дело, очень хорошее, добродетельное и сильно надолго, вам пока нужно игнорировать коротенькие местные незначительные остановки. Все-таки четверка мечей здесь есть, видите, да? Они, двойка мечей, четверка мечей, создают своеобразные заборы. Но если двойка – это забор эмоциональный для вас, совет держать язык за зубами, то четверка мечей – это забор уже какой-то такой вот физически объективный. Например, в силу из-за какого-то везения, да, вы получаете завидную, очень хорошую работу, о которой прежде и мечтать не могли. Соответственно, вы никому не говорите. Это не суеверие, это более реальные какие-то опасения здесь должны быть. Никому об этом не говорите, пока настраиваетесь, убеждаете себя, радуетесь этому везению и спокойно ждете, когда вы выйдете уже на эту работу, когда все начнется, и у вас должно хватать мудрости, выдержки, какого-то философского понимания жизни, чтобы ждать. Вот одно слово, да, четверка мечей, слово «ждать». Когда речь идет о чем-то таком долгом в жизни и, безусловно, хорошем, можно чуть-чуть подождать. Например, неделю-другую подождать выхода на эту самую новую работу. Видите? Счастье, везение и тут же остановка. И тут же такой момент, когда вам надо вот окуклиться, затаиться, посидеть, а вы рветесь в бой. И вот худшее здесь будет что? Если вы не сможете ждать, если вам не хватит терпения. Например, действительно вам предложили очень хорошую работу, но вы не можете на нее выйти сейчас, потому что, например, там, не знаю, компания откроется через месяц. Так вы ждите. Худший будет выбор, если вы махнете рукой, скажете: нет, я не могу сидеть на месте, я рвусь в бой, и отвергните это предложение и выйдите на какую-то другую работу, примите какое-то другое предложение, не такое интересное и выгодное, но зато здесь и сейчас. Вот четверка мечей всегда предупреждает нетерпеливых людей от вот этой вот потребности все получить здесь и сейчас. Вот. Ваш козырь в терпении, ваш козырь будет в ожидании и в молчании. В молчании. Ухватили синюю птицу за хвост. Молчите. Терпите. Не торопитесь. Умеренность, да? Это же счастливая карта, но она еще и
описывает такое определенное своеобразное состояние ума, сознания, умеренность. Вы должны быть умеренны во времени, умеренны в своих желаниях. Вот так вот. И должны двигаться к цели. Видите, у вас появляется цель и даже достигается, но вы должны двигаться к ней маленькими шажками, очень аккуратно, нащупывая каждый миллиметр. И вот такие карты вот в этом наборе, вы знаете, они, в общем, исключают риск. Здесь риск Вселенной есть. Вселенная и так рискует сама, предлагая вам нечто такое вот, ну, знаете, большое везение, а вам уж рисковать не надо. А вы тихонько, тише едешь, дальше будешь. Вот много есть таких пословиц, много есть разной народной мудрости, которые вот описывают советы карты вот такие. Тише едешь, дальше будешь, да? Там, или что-то иногда говорят, что там счастье любит тишину, например, да. Я все пытаюсь достать дополнительную карту, чтобы более как бы... Ваше вот это везение будет в освобождении от чего-то. В освобождении. В том, что у вас прекратится в этой жизни то, что висит, то, что обременяет, то, что какие-то путы, то, что не дает вам быстро и эффективно двигаться вперед. И дальше, тут уже вторая сессия карт, это вторая часть месяца или другие настроения, ну, как хотите, как вам удобнее это вы можете воспринимать. Здесь уже вообще одно сплошное везение. Вас ждет в этом месяце праздник, тройка кубков. Праздник, ну, непростой. Это праздник как знак примирения с нужными людьми. Безусловно, это примирение, которое вы хотите, ждете. Тройка чаш – это объединение интересов. Не обязательно таких уж важных деловых, но тем не менее. После вот этого момента, когда вы молчите и от людей даже сторонитесь, находитесь на расстоянии, можно будет вот в какой-то момент уже, ну, что называется, выйти в люди, отпраздновать то же самое назначение на новую работу или какую-то выгодную денежную сделку. Хотелось бы мне вам сказать, допустим, и приход новой любви, но не могу так сказать, потому что все-таки карта немножко не про это. Для кого-то, для части аудитории, здесь есть специфический сценарий про любовь. Есть. И он скорее идет возможности действительно прекратить отношения, прекратить роман как-то безболезненно, что ли. Вот. Но в основном, конечно, карты эти идут про дела, про какую-то социальную и денежную жизнь. В этом месяце вы встретите людей, впрочем, не новых, которые очень порадуются вместе с вами, вашим успехом, захотят вас поддержать. И вам будет кого пригласить на вот этот вот праздник по случаю выхода на новую работу или по случаю того, что вы со своим возлюбленным расстались. Это, знаете, вот эта тройка кубков для кого-то вот после таких карт это буквально девичник. Знаете, девичник после развода. Иногда же делают девочки, да, вот на радостях. Наконец-то удалось избавиться от мужа, который долго не отпускал. А это праздник, уже девичник. Ощущение свободы и так далее. Далее вам выпадают подряд 3 денежные карты. Семерка и девятка денежные, потому что они по масти денежные, это пентакли. А четверка жезлов – это просто карта легких денег. Это карта быстро разбогатевших людей. И вот в этом наборе они вам обещают очень хорошие прибыли от бизнеса или от работы, зарплаты, премии, возможность вообще как-то поучаствовать и прикоснуться к каким-то денежным проектам. Но десятка пентаклей – это деньги коллективные, то есть она обещает
процветании фирме, не только вам, но и компании, например, в которой вы работаете. А также десятка пентаклей – это деньги семейные. Наследство, семейный бизнес, крупные подарки от родственников, по случаю, может быть, того же самого развода. Десятка пентаклей часто описывает и жилье, жилище, дом, который ваш, в который вы стремитесь или в котором вы оказываетесь. Это и начало строительства дома, и покупка квартиры, это и завершение строительства, и момент, когда вы радостно в этот дом переезжаете. То есть эти карты какой-то вам дают такой вот на этот месяц очень интересный сценарий. Открывается все возможностью сбежать, а чаще всего хорошие жизненные перемены начинаются тогда, когда мы сбегаем из плохого места. Да? Чтобы попасть в хорошее место, понятно, что надо сначала сбежать из какого-то плохого. И потом идет период ожидания, когда вы буквально и слова не можете почему-то никому про это сказать. А потом такой сплошной праздник, и вы пожинаете плоды, получаете буквально деньги. Это могут быть и отступные в каком-то судебном процессе, это могут быть и деньги, капиталы или даже недвижимость, которые вам достаются в результате, ну не знаю, там раздела наследства. То есть вы к концу, две крупные-прикрупные денежные карты, к концу этого месяца оказываетесь с очень приличными капиталами, неожиданно большими. Это деньги больше, чем те, которых вы могли ждать. А главное, это деньги очень легкие. Посмотрите, здесь ни одной карты для вас в этом месяце нет про усилия, ну, там, про необходимость ваших усилий, что вы должны стараться, там какие-то подвиги совершать. Абсолютно нет. Ваша задача подождать, потерпеть и помолчать в начале. А потом для вас это оборачивается вот такими хорошими и легкими прибылями, хорошими деньгами. Денежный месяц, безусловно, это денежный месяц ваш. И везение, видите, начинается с везения, оно изначально ориентировано именно на доходы. Вот. Ну, семерка здесь есть, то есть это еще не конец. Вы получите в этом месяце деньги, хорошие прибыли, премии, наследство, может быть, что-то вот такое вот. Но это еще и не конец. Если еще чуть-чуть постараетесь или подождете еще чуть-чуть, то есть продолжите движение в этом же направлении, то деньги будут и еще потом, позже, уже когда пройдет этот срок, пройдет больше месяца. Советы карты я примерно, наверное, вам тоже все, как могла, рассказала. Мы можем поделить вот эти две сессии карт действительно чисто календарно. Первая часть месяца вы получаете очень счастливые сообщения и замолкаете, а вторая часть месяца вы уже с чистой совестью, абсолютно спокойно все это празднуете, наслаждаетесь жизнью и собираете капиталы и бонусы различные. И вот действительно чисто козырная колода. Почему козырная? Потому что это только старшие арканы. Карта очень оригинальная, нарисована. Посмотрите, у них такие иллюстрации необычные. Немного мультяшные, но мне они нравятся. И отсюда для вас совет. Совет старшего аркана для вас на вот этот вот месяц. Угу. Дурак вам выпадает. Карта шут. Видите, здесь как авторы колоды сливают или замыкают кольцо старших арканов. Это оригинальный подход. Карта шут здесь одновременно является нулевой картой и 22-й, той, которой в классических колодах нет. Ну, то есть кольцо таким образом замыкается. Что от вас ждет время и обстоятельства сейчас? Чтобы у вас вот так все хорошо сложилось в этом месяце, вы должны быть, ну, как дурак, да? Вы должны очень легко себя вести, может быть, легкомысленно, как-то неосмысленно. Эта карта на самом деле очень содержательна, потому что с нулевого аркана все
начинается и гадание, и разные всякие страсти в нашей судьбе. Но совет для вас главный вот именно на судьбу полагаться. То есть все, что будет выглядеть для вас в это время необычным, каким-то рискованным, окажется на самом деле вашим. И шагая в пропасть, а шут шагает в пропасть, в этом его назначении. Шагая в пропасть, вы ни в коем случае не упадете, а вы полетите. Карта советует вам немножко детское, такое вот наивное поведение. Но шут не так прост. Он все-таки не совсем дитя. Поэтому, да, шут еще и это отсутствие анализа, наверное. Карта советует вам не слишком задумываться, не слишком включать логику, не слишком полагаться на математику, на статистику. Месяц вас ждет в целом нелогичный. И все, что вы получите, даже вот эти денежные прибыли, будут нелогичными, математически не просчитанными для вас и абсолютно не будут результатами предыдущих стараний каких-то ваших. Поэтому ведите себя интуитивно, поддавайтесь настроению своему, ничего не бойтесь, естественно. В общем-то, веселитесь внутри и снаружи. Какие-то ваши сверхусилия или откровенные жертвы сейчас не нужны, не будут эффективными. Спасибо. Вы выбрали испанское таро и уже задали картам свои вопросы, рассказали картам, что вы ждете от вашего текущего месяца. Мы хотим услышать советы, предсказания. Если для вас важны даты, числа, дни, то можете отсчитать от этого момента, когда вы смотрите видео, ровно месяц, календарный месяц, 30 дней примерно. Или еще лучше воспользоваться лунным календарем. То есть, если вам принципиально важно, чтобы все загаданное, обещанное исполнилось за месяц, отсчитайте лунный месяц. Посмотрите в лунном календаре, какой сегодня для вас лунный день. И через месяц, когда Луна сделает круг условный свой, в такой же лунный день у вас должны быть уже итоги. Советы карт. Прислушиваемся к советам карт, потому что наши козыри – это всегда, по большей части, наше собственное правильное, грамотное поведение. Когда мы не пропускаем шансы, когда мы своевременно соглашаемся на то, что дает судьба, когда мы где-то терпим, а где-то торопимся. Ну, посмотрим. Ваши козыри. Итак, 2 сессии карт у нас здесь будет. Я выложу 2 сессии. То есть это вы можете разделить их по частям месяца. Например, первая половина месяца вот от сегодняшнего дня и вторая половина месяца. Итак, ваши козыри. Ну, похоже, что основной темой этого периода, по крайней мере начала месяца, для вас являются деньги. То есть Пентакли здесь выпадает крупная, хорошая денежная карта, однако она несколько в таком сомнительном окружении, но туз Пентаклей это все-таки денежная сумма какая-то. Это зарплата, премия, прибыль, это большая сделка какая-то для вас, возможность что-то купить или продать, поучаствовать, может быть, в качестве посредника в какой-то большой сделке. Это ваш дом, квартира, построенный дом, купленный дом, найденный дом, проданный дом и так далее. То есть туз Пентаклей, как правило, все-таки обозначает некие материальные ценности и некие материальные интересы, которые вокруг них крутятся. Туз Пентаклей считается очень везучей картой, и в старину после появления этого туза даже не продолжали расклад, чтобы не спугнуть птицу счастья. Поэтому пока мы сделаем вывод, что ваш козырь в этом месяце денежный, вам очень повезет. Однако предшествует этому денежному везению ваши серьезные усилия. 10 жезлов
это буквально ваше старание. Это необходимость для вас сильно постараться, чем-то пожертвовать, перетрудиться, может быть, даже устать физически. Десятка жезлов – карта гордецов. И, как правило, она рассказывает про работу и какие-то ваши гордые, да, наверное, ваши честолюбивые усилия на этом поприще. То есть ваш козырь в этом месяце в том, что у вас будет работа или даже будет много работы. Вы сможете очень хорошо себя показать. Все, что вы на себя взвалите, возьмете, может быть, даже дополнительные какие-то обязанности, а с этим вы справитесь. И совет карты как раз в этом. Вот ваш козырь в том, что вы возьметесь за что-то, за что не возьмутся другие. Например, начальник ваш уходит в отпуск и объявляет, кто согласен исполнять обязанности, остаться, да, на месяц. Вот. Так вы возьмитесь. Если все откажутся, а может и не откажутся, но вы возьмитесь. То есть ваше везение, ваша удача в этом месяце зависит ровно от того, насколько тяжелую вязаночку дров вы взвалите на свою спину. По собственному, конечно, желанию, по собственному усмотрению, это, знаете, это называется честолюбие, да, это называется вот честолюбие, то есть хотите гордиться собой, это будет очень правильно. И главное, быстро-быстро окупиться деньгами. Вот. Однако здесь есть и карты предупреждения. При том, что туз пентаклей обещает вам хороший денежный статус, прибыли хорошие в этом месяце. Рядом же пятерка пентаклей говорит, что чего-то будет не хватать. Или на что-то будет не хватать, или покажется. Вообще, по моим наблюдениям, вот по опыту личных гаданий, пятерка пентаклей часто очень субъективна, очень настроенческая. Она действительно описывает денежный дефицит, нехватку определенного ресурса, но это то, как видит вопрошающий, это то, как видит вы. И видите вы, поскольку гадаем мы здесь вам. И здесь прибыли-то идут хорошие, но в то же время идет какая-то очень запутанная ситуация с деньгами. Идет запутанная ситуация с деньгами. Может быть откровенная ложь. Кто-то что-то вам про деньги не договаривает. И насколько это опасно, не могу сказать. Вряд ли это прям самая главная потеря в вашей жизни. Но смотрите, это могут быть, например, вот в худшем варианте, действительно пришедшие к вам большие деньги, и тут же это люди, которые хотят обмануть, понимаете? Люди, которые хотят у вас эти деньги забрать. Это может быть даже то же самое начальство, которое премию выплачивает, и в то же время как будто бы другой рукой, да, у вас и забирает деньги. То есть выплачивают премию, но, например, урезают оклад на будущее. Вот какая-то двойственность денежной ситуации здесь есть. Но это нисколько не отменяет все-таки такой изначальный, какой-то базовый вот такой вот успех. Но совет карт, да, будьте осторожны, будьте внимательны к словам других людей, которые с вами обсуждают ваши деньги или ваше денежное будущее. Будьте внимательны вообще к словам людей, которые вам как-то причастны к вашей денежной теме. Предлагают ли вам работу или бизнес, или предлагают дать им деньги, передать им деньги для того, чтобы, например, их куда-то такое вложить. То есть вы можете лишиться не всех денег, но части своих прибылей можете лишиться в результате какого-то мелкого и вроде бы невинного даже, но обмана. Это кто-то может у вас выпросить даже деньги просто на помощь. Попросит помочь. Кто-то прикинется страждущим, чтобы у вас взять деньги. А на самом деле это не такой уж и бедный человек. Может и побогаче вас. Просто у него привычка такая, жить на чужие. Но ваш козырь здесь какой? А вот как раз в этом: раскусить, кому-то не поверить и, может быть, даже схитрить. Если будут просить в долг, люди увидят, что у вас в руках оказались деньги приличные, а туз пентаклей, его нельзя не увидеть, он светится издалека.
Вот. Увидели и просит в долг сразу. Ну, это может быть самая такая примитивная история, да, ситуация. Но вы к этим просящим внимательнее присматриваетесь. Возможно, что они не нуждаются, просто это их тактика какая-то такая. В целом же карта описывает вам определенное везение, но надо будет это везение сохранять. Во-первых, надо на него замахнуться, вот главное идея, тема, с которой все начинается. Вы на это везение, я здесь везение приравниваю к слову деньги. Хотя вы можете подставить свое значение, да, потому что для кого-то ведь туз пентаклей может оказаться и браком. Это не любовь и не роман, это нечто уже какая-то другая стадия, другое воплощение, да, но это может быть и брак. В таком случае это ваше старание ради брака, ради сохранения семьи или поддержания семейного бюджета. Деньги и затем необходимость их все-таки как-то аккуратно от кого-то посохранять. Вот и все. Хорошие карты в целом. Придраться пока не можем. И вторая сессия, это может быть либо вторая половина месяца, либо вторая тема, которая параллельно вот вместе с первой идет. Просто смотрите, как вам это представляется логичнее и как вам удобнее это все вот так вот оценивать. Ну, во второй части карты предупреждают вас. Все-таки, вот видите, предупреждаем, да? Но, возможно, и у вас и не получится это послушать, эти предупреждения. Потому что все-таки прощание с деньгами вам выпадает, видите? Прощание с какой-то частью ваших прибылей, с какой-то материальной ценностью, возможно, с какими-то имущественными правами. Отказ. Бросить. Знаете, может быть, я напрасно так настаиваю, что никому ничего не отдавайте, все держите при себе, да, провоцирую как-то вас на это. А может быть, здесь как раз и надо заплатить вот этот данок, то есть как бы налог такой судьбе, высшим силам, уплатить свою десятину, то есть с прибыли лишиться чего-то. Пусть это будет. Похоже, мы не можем по-другому это оценить, да, пусть будет, не будет, потому что, видите, это вам выпадает, это как данность идет. Восьмерка кубков – это такое неизбежное прощание с чем-то, неизбежное прощание со своими, в общем-то, заранее обреченными планами. Кстати, вот этот сценарий может быть и какой-то крупной покупкой. Вот. То есть ждет вас такая вот крупная покупка, она нужна, даже если вы сейчас боитесь ее совершить, например, она вам кажется слишком дорогой, хотите купить там новую машину, но не уверены, что можете себе это позволить, боитесь разориться, боитесь остаться. Вот они, десятка жезлов с тузом пентаклей, говорят: собрались покупать, замахивайтесь на самую дорогую вещь в данном сегменте товарном. Замахивайтесь на самое дорогое. И какие-то потери, да, назовем это потерями, да, может быть, это не такое драматичное здесь слово, уместнее, вот, но расстаться с какими-то деньгами все равно вам придется, и это тоже козырь, это тоже какое-то знание, потому что вы знаете, что вам придется отдать, вот, кусочек пирога придется вам отдать, так вам будет легче. Чем вы легче его, этот кусочек, отдадите, тем и вам будет спокойнее. Эту историю, понимаете, такие истории, когда нужно с чем-то распрощаться, от чего-то отказаться, что-то кому-то другому передать, такие ведь истории сплошь и рядом в жизни есть, да? И их самое главное не затягивать, потому что когда вы держите, все прижимаете к себе, не отпускаете, не делитесь, оно вот это вредит. Ведь нам вредят не потери сами по себе, не вот этот момент, когда вам приходится все лучшее другому отдать. Нам это не вредит как раз. Это наоборот расчищает энергетическое пространство для всего. Нам вредит наше собственное стяжательство, жадность, когда мы долго-долго не решаемся на
какую-то покупку, хотя она уже давно назрела, необходимая. Вот так вот. И похоже, что карты даже спешат вам что-то вроде портрета писать человека, из-за которого вот эти все денежные, перипетии у вас происходят. Этот человек женщина, почему-то откровенная злодейка для вас. Может быть, плохо к вам действительно настроена и хочет навредить, может быть, просто женщина, сама по себе такая, например, с дурным каким-то характером. И вот ее происками, ее каким-то эгоизмом, ее настойчивостью вы и как раз теряете. Видите, у вас приход денежный идет, и расход, и потери денежные. Но приход большой, а потери-то маленькие, малюсенькие. Да, вот эта женщина как будто бы вас подводит, вынуждает поделиться, что-то отдать. Не обязательно отдать ей. Отдать можно куда угодно. В благотворительный фонд и просто потерять, да, отдать как бы условно ангелам, чтобы ангелы нашли, подобрали. Вот. Но это все происки вот этой вот самой злодейки. Иными словами, в этом месяце к вам приходит женщина, появляется у вас тут женщина, которая вас от чего-то избавляет, от каких-то материальных ценностей. Может быть, эта женщина считает, что вы ей должны. И, соответственно, должны поделиться. Это может быть кто угодно, коллега, родственница и так далее. Может быть, эта женщина, кстати, это же королева мечей, она представительница и каких-то надзирающих или контрольных структур. Это женщина-ревизор, который, например, вот у вас прибыли в бизнесе очень хорошие. Появляется женщина-ревизор из какой-нибудь там инспекции, да, и выписывает вам крупный штраф. Вот оно, пожалуйста, ваши прибыли, ваши и необходимость заплатить что-то вот такое вот с них. Но все равно это очень естественный ход событий карты описывают для вас. Да. Везение, вот это, откуда туз пентаклей, откуда хорошие прибыли, деньги, возможности появятся. Везение от гордости. Не знаю, может быть, это странно как-то звучит, но вот чем на большее замахнетесь, тем больше получите. Вот так, какую-то крупную ставку вам нужно сделать в жизни, крупную ставку. Карты, обратите внимание, совершенно не эмоциональны, поэтому любовную тему мы, наверное, здесь с вами, в общем, практически не обсуждаем. Да, королева мечей может быть соперницей в любви. Она, собственно, и является соперницей в любви в большинстве гаданий на личную жизнь. Да? Но только с этой соперницей вы не делите сейчас чувства или внимание этого любимого человека. Нет, вы все равно делите деньги. Это, знаете, может быть спор двух бывших жен за какое-то имущество, которое остается там после какого-то вот определенного брака. Только так эти карты, для большинства могут иметь причастность вот именно к личной, к романтической жизни. Я думаю, что отдельные какие-то эпизоды для кого-то, отдельная тема, очень специфическая, любовная здесь и мелькает. Но вот так, чтобы сказать, что, в общем, в целом, наверное, нет. Более карты советуют сконцентрироваться на очень-очень-очень материальных вещах. Да, для вас любовь или даже брак могут быть в целом-то и материальной вещью, да. И один совет, вот козырная колода, буквально козырная здесь только старшие арканы. А в теории Таро, строго говоря, козырями называются только старшие арканы. Совет для вас, как себя вести, что делать, что выбирать или чего избегать. Карта правосудия вам выпадает, да, или справедливость.
Это общий совет на тонком уровне. Будьте справедливы. Вам нужно взять прямо сейчас, если вы хотите эффективно провести этот месяц, вам нужно взять условно в руку некие такие вот воображаемые весы, на которых вы будете все взвешивать. Свои слова и поступки, предложения других людей, помощь ангелов и так далее. Все будете взвешивать и оценивать с точки зрения хорошо или плохо. А вообще, вы знаете, вот эти вот весы, традиционно же люди придумали весы, чтобы взвешивать что-то ценное, да, там золотой песок или уже деньги, какие-то монеты. Поэтому эта карта и советует вам заняться подсчетом как раз прибылей, маржей и распределением этих самых денег. То есть вы должны быть справедливы, очень хладнокровны. Меч в руке здесь у нее, это знак хладнокровия. Справедливые, хладнокровные в душе, а на практике, то есть в объективном мире, вы должны очень внимательно читать документы. Вам придется, месяц очень деловой, поэтому вам придется много всего подписывать, много оценивать условия каких-то договоров, соглашений, приказов. И будет лучше, если вы вот так вот очень серьезно, строго, даже немножко скучно, критично настроитесь, все будете внимательно читать, может быть, на какую-то тему даже по условиям соглашения спорить, хотя открытых конфликтов карты не обещают. Спасибо.